История аж из Америки. Об очень-очень длинном путешествии, которое еще началось, хрен знает когда, в 20-е годы. Короче, город Эпплтон, штат Висконсин. Конец октября. Температура ниже нуля. Так что бродягам и согреться нечем, кроме бесплатного супа от армии спасения. Утекают бродяги на юг. Во Флориду, Калифорнию, Новый Орлеан. Короче, куда товарняки довезут. Вписаться на товарняк проще простого. Надо только знать места, где они притормаживают. Мартин, наш герой, такие места знает наперечет. Бродяжит он уже давно. Да к тому же на железной дороге вырос. Стоит Мартин поздно вечером на железнодорожной насыпи, всеми ветрами продуваемой. Ждет и мерзнет. Мерзнет и ждет. Вдалеке огни показались. Но нет, не товарный, пассажирский. Сейчас пройдет, за ним товарный пустят. Мелькают мимо вагоны странные. Угольно-черные, без единого окна. Раз, два, завизжали тормоза. Остановился черный поезд. Дверь открылась, проводник выглядывает. Кричит: «Hello, Мартин! Полезай к нам, вместе на юг поедем». Мартина долго упрашивать не надо. В тепле да на юг, вот это удача. Мигом прыгает он на подножку. Черный поезд набирает ход. Мартин входит в вагон. В вагоне салон. В салоне вино рекой, дым коромыслом. Мужики разодеты, девки полураздеты. Прям шикарно. А проводник говорит: «Не стесняйся, Мартин. Проходи, присоединяйся. Садись за любой столик, закажи себе что-нибудь. У нас все бесплатно». Тут до Мартина доходит. Что проводник его по имени зовет. Хотя он не представлялся. Мартин удивляется: «Откуда вы меня знаете?» Проводник отвечает: «Как тебя не знать, Мартин? Ведь из-за тебя непутево. Мы с курса свернули и внеплановую остановку сделали». Мартин недоумевает. Проводник объясняет: «Слишком громко ты думал, Мартин. А думал ты о том, что холодно. Еще немного, и замаялся бы ты ждать, и отправился бы в город, где тебе в христианской общаге койку обещали. А там тебе мозги промыли бы, воровать отучили бы, и был бы ты навсегда для нас потерян. Уже и ангелы над тобой баражировали, на праведный путь тебя подталкивали. Да только мы проворнее оказались». Тут до Мартина наконец доходит, куда он попал. Спрашивает он проводника: «Так вы, наверное, дьявол?» Проводник отвечает: «Не просто дьявол, а сам сатана. А поезд наш шурует прямо в ад. Но тебе туда пока рановато. Так что в Новом Орлеане ты сойдешь. Только об одном тебя хочу попросить.
Дай нам кое-какие гарантии, что ты с грешного пути не собьешься и праведником не заделаешься. Мартин спрашивает, какие могут быть гарантии. Проводник отвечает, а душу свою нам заложи. Проси за нее, что хочешь. Деньги, женщин, вино, кокаин, виллу во Флориде, кресло в Вашингтоне. Все в наших силах. Только бессмертие для себя не проси. Сам понимаешь, мы в нем не заинтересованы. Мартин говорит, ну такие предложения широкие. Это подумать надо. Проводник соглашается, подумай, до Нового Орлеана время есть. Пройди в салон, закажи себе что-нибудь выпить, чтобы мыслям правильное направление придать. Или покури, или нюхни чего-нибудь, у нас все есть. Проходит Мартин в салон. Знакомится с публикой. Публика пестрая, но очень интересная. Жулики-бандиты, депутаты-журналисты, шлюхи, суфражистки. Все в курсе, куда они едут. Все оттопыриваются напоследок. Вроде и веселятся, но глаза печальные. Каждый ведь знает, что его ждет. Глядит на них Мартин и думает, а ведь когда-то я так поеду. В один конец без возврата. Чего бы я сейчас не пожелал, чего бы не заказал. Все это по-любому кончится. И я в этом поезде окажусь. А как бы мне так извернуться, чтобы до ада не доехать? Может быть, спрыгнуть прямо сейчас? И тут его пробивает мысль. И он бежит к проводнику и ее озвучивает. Говорит, не надо мне ни денег, ни славы. А нужен мне стоп-кран времени, чтобы мог я счастливое мгновение остановить и навеки в нем поселиться. Ты такое сделать можешь? Проводник кивает одобрительно. Умен ты, Мартин. Да, технически это как бессмертие. Но гораздо лучше бессмертия. Но на практике нюанс есть. И ты о нем скоро узнаешь. Вот тебе стоп-кран времени. И вручает ему часики с чертиком на циферблате. Говорит, как захочешь мгновение остановить. Поверни головку назад до упора и все. А теперь прощай. Ты уже приехал. Высаживается Мартин на сортировке в Новом Орлеане. Прячет стоп-кран времени в карман. Широко улыбается. И идет в сторону города искать свое счастливое мгновение. Вот здесь мы перескочим через 40 лет. Пропустим подробности сногсшибательной, головокружительной, но очень банальной американской карьеры Мартина. И отправимся прямиком в 67-й. Город Сан-Франциско, штат Калифорния. Середина июля. Температура плюс 18. Но всем без разницы. В городе лето любви. Тысячи хиппи, тонны марихуаны, килограммы кислоты. Обыватели в шоке. Полиция в хлопотах. И никому нет дела до одинокого старика, лежащего в больничной пижаме под железнодорожной насыпью.
Старика зовут Мартин. Да, 40 лет. Уже старик. Он не пьяный. Он умирает. 2 часа назад он пытался по старой памяти запрыгнуть в товарный состав. Лет 35 он этого не делал. Лучше было уже и не пытаться. Сгущаются сумерки. Из темноты появляется черный поезд. Проводник открывает дверь и говорит, кого я вижу. Что ты здесь делаешь, Мартин? Ты же давно уже не бродяга. Ты мультимиллионер, видный член американского истеблишмента. Ты лежал в лучшей клинике, Мартин. Тебя лечили лучшие врачи. Зачем же ты, Мартин, от них убежал? Мартин стонет. Врачам не нужно мое здоровье. Врачам нужны мои деньги. Пока я богат, они будут лечить меня и лечить, но никогда не вылечат. Как жаль, что я сразу этого не понял. Проводник окидывает его скептическим взором. Да, в таком состоянии тебе никакие врачи уже не помогут. Полезай к нам в вагон. А от тебя уже давно заждался. Мартин отвечает. Ну, понятно, полезу. Какие могут быть варианты? Проводник деланно удивляется. Что такое, Мартин? Ты забыл про свой стоп-кран времени. Останови мгновение. И ад тебя никогда не дождется. Мартин отвечает. Ты, должно быть, издеваешься. Остановить вот это мгновение. И лежать здесь, в пижаме, на холоде, в этой канаве, со сломанным позвоночником вечно. Нет, пожалуй, лучше в ад. Там, по крайней мере, хоть не холодно. Проводник говорит, да, пожалуй, это не лучшее мгновение твоей жизни. Но ведь были у тебя мгновения получше. Почему же ты ни одну из них не остановил? Мартин отвечает, как будто ты не знаешь, как это бывает. Ни одно мгновение несовершенно. Иной раз кажется, вот сейчас остановлю, а потом думаешь, нет, завтра будет лучше. Вот завтра остановлюсь. Но завтра опять наступает сегодня. И опять чего-то не хватает. Должно быть, это и есть тот самый чертов нюанс, о котором ты предупреждал. Проводник кивает. Да, это он и есть. Ты не создан для счастья, Мартин. Это с самого начала видно. Вручая тебе стоп-кран времени, я знал, что ты его никогда не сорвешь. Мартин говорит, кажется, я знаю, где надо было остановиться. В тот самый первый день в Нью-Орлеане. Снял я дешевую квартирку, раздобыл муската, зацепил девчонку. И так счастлив был, не поверишь. Даже своему первому миллиону я так не радовался, как этим простым вещам. Тогда-то я и подумал, а не остановить ли это мгновение? А потом решил, ну нет, Мартин, ты достоин большего. И да, я добился гораздо большего. Но, видно, больше не значит лучше. Проводник говорит, сам ты не знаешь, Мартин, о чем ты сейчас говоришь. Если бы ты остановил то мгновение, и мускат бы тебе давно уже опротивил, и девчонка тебе давно уже надоела бы. И ты всю жизнь бы себе, всю вечность себя бы корил. За поспешность и опрометчивость. Право же, даже у нас в аду таких изощренных казней нет. Ну ладно, хватит болтать. Полезай в вагон. Мартин силится подняться. Падает. Говорит, не могу. Слезай, подсади меня, что ли.
Проводник отвечает: зачем же мне слезать? Я же всемогущий, я и отсюда могу все поправить. Раб мой Мартин, встань и иди. И Мартин встает. Отряхивается. Говорит: и в самом деле можешь. И ловко по-молодому запрыгивает на подножку. Черный поезд добирает ход. В вагоне по-прежнему салон, в салоне по-прежнему вино рекой, дым коромыслом, грешники и грешницы веселятся напоследок. С широкой улыбкой, легкой походкой Мартин направляется к ним. Проводник его притормаживает. Говорит: постой, Мартин, часики-то отдай. Они тебе теперь больше не понадобятся. Мартин отвечает: ошибаешься, приятель. Именно сейчас они мне и нужны. И, вынув часики с чертиком на циферблате, поворачивает головку назад до упора. Проводник бледнеет. Говорит Мартин: что ж ты наделал? Ты не понимаешь, мы же навсегда останемся здесь. В этом моменте, в этом поезде. И никогда, понимаешь, никогда не доедем до ада. Мартин отвечает: прости меня, приятель, но, по-моему, ад не такое хорошее место, чтобы туда спешить. А здесь у меня есть все, что нужно для жизни. Тепло, еда, выпивка, хорошая компания. И я готов провести здесь свою вечность и быть вполне счастливым. Или, по крайней мере, себя не корить за свою поспешность и опрометчивость. В дальней области прошлого есть островок, еще не съеденный вандальерами. Там навеки 67-й и навеки середина июля. Вечно там мчится по рельсам черный поезд без окон. Никогда ниоткуда не уедет и никогда никуда не приедет. В этом поезде проводит свою вечность Мартин. И вместе с ним еще пара сотен грешников и грешниц, которые были в поезде, когда он мгновение остановил. Сатана с ними не задержался, вскоре свой ад убрался, оставил Мартина проводником. Счастлив ли Мартин? Ну, можно сказать, счастлив. Он же на железной дороге вырос. Поезда — его родная стихия. Работать проводником — его детская мечта. А самое главное, он все-таки сумел остановиться вовремя. Ну что, остановимся здесь и мы. Историй про путешествия много, все не перескажешь. Закончим на этом наш сказочный вечер.